Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. В этом видео особенный привет козерогам, так как это видео, этот расклад будет для них. Прогноз на февраль, общая атмосфера, работа, финансы, личная жизнь, предостережение и совет, к чему стремиться, чего остерегаться. У нас будет один общий вариант для всех козерогов, поэтому выбирать ничего не нужно. Устраивайтесь поудобнее и давайте посмотрим, каким же будет февраль для козерогов. Итак, общая атмосфера февраля для козерогов. Смотрите, козероги, у вас самым таким главным событием февраля для вас будет тот момент, что вам удастся снять маски с тех людей, сорвать маски, точнее, с тех людей, которые играли различные роли в вашей жизни. Это могли быть люди меркантильные, это могли быть люди двуличные, люди, которые легко в воздухе переобуваются. При обстоятельствах определенных они предстанут перед вами, вот знаете, в таком фокусе, в таком ракурсе, что вы будете прям вот знаете, вот как нос к носу встретитесь с их чертами характера, которые они долгое время скрывали. Им удавалось скрывать эти черты характера, и они действительно носили маски. Но вот эти маски, они помогали им быть такими изворотливыми, но делать все, вот знаете, в угоду больше себе, нежели вам. Это такое поведение, я могу сказать, что двуличное, да, то есть люди умеют подстраиваться под обстоятельства, под ситуацию, и вот тот момент, когда вы эти маски с них сорвете, будет способствовать, я могу сказать, что, скорее всего, избавлению от общения с этими людьми. Как будто бы, знаете, вот исключению их из числа вашего окружения. Вы примете решение от них избавиться. Вы примете решение их, вот знаете, вот как-то отсеять, исключить из своего близкого круга или из круга тех лиц, с которыми вы так иначе или иначе взаимодействуете. Но вы не теряете, наоборот, тем самым перед вами открываются новые какие-то благополучные, благоприятные возможности. Скорее всего, это будут и новые знакомства, и новые какие-то шансы на сближение с теми людьми, которые искренни по отношению к вам. Но вот главный момент февраля — детально рассмотреть определенные нюансы, разглядеть все лица тех, кто носил маски, ну и, соответственно, карта метла — это, знаете, вот как расчистить пространство. Избавиться от того, что было лишним, что мешало, что напрягало. И благодаря вот этой такой большой чистке, большой стирке, уборке, вам удастся войти в новый, чистый, продуктивный этап, период вашей жизни. Давайте посмотрим, что ждет козерогов в работе. Что ждет козерогов в сфере работы. В сфере работы. Страхи, переживания. Вот, скорее всего, то, о чем рассказывала я в самом-самом начале, это относится к кому-то из ваших коллег, либо партнеров по работе, потому что здесь грядут перемены, вы боитесь, вы переживаете, но переживать не нужно, потому что здесь победа за вами. Да, совершенно верно, здесь движение вперед. У кого-то карьерный рост, у кого-то действительно такая вот, знаете, вот большая стирка, глобальная трансформация, когда продолжать в том формате, что раньше, уже не имеет смысла. Бесполезно вытягивать, вот как-то реанимировать то, что уже завершилось, то, что изжило себя. И нужно не бояться взять в руки этот меч, брать в руки этот меч
и сражаться за свои интересы, отстаивать свои интересы, свои права, потому что по пятерке мечей здесь победа за вами. Более того, вы жезловая королева, вы та, кто стремится к намеченным целям, и нужно сказать, что у вас все получится, и получится в самом лучшем виде, в самом лучшем формате, самым лучшим образом. Не бойтесь, да, страхи и переживания они будут, и они связаны действительно с переменами, с перестройками, но брать в руки оружие иногда нужно для того, чтобы вот именно отпугнуть того самого врага, который где-то за счет ваших интересов, где-то за счет ваших сил наживается сам, но приносит вам больше огорчений, разочарований, убытков, чем положительных моментов. Давайте посмотрим, что с финансами у козерогов. Финансы у козерогов. Финансы есть, деньги есть, но не хотите тратить. Получаете и откладываете, получаете и копите. Кто-то, знаете, вот как будто бы присматриваетесь, потратить или не потратить. Кто-то тратит на обучение, либо на какую-то полезную информацию. Но у вас постоянный доход, постоянно деньги к вам приходят, а вы складываете. И здесь нет необдуманных трат. Здесь прежде чем потратить, вы все взвешиваете, вы все прикидываете, возможно, ищете какой-то более выгодный вариант, и только потом позволяете себе вот эти вот расходы. Тем не менее, здесь больше тенденция к тому, чтобы скопить. Но доход постоянный он есть, здесь все хорошо, потерь нет, финансовых дыр нет. С финансами все хорошо, все стабильно, хорошо. Что в личной жизни? Личная жизнь у козерогов, любовь. Смотрите, у многих может отыгрываться то, что вы с любимым человеком находитесь на расстоянии. Да, возможен такой вариант. Здесь на самом деле все хорошо. У каждого своя ситуация. Смотрите, для тех, кто в стабильных отношениях, возможен выход на новый уровень. У кого-то это долгожданная беременность, либо рождение детей. Для тех, у кого еще не актуален вопрос семьи, может как раз-таки поступить предложение о том, чтобы перейти к совместному проживанию, о том, чтобы заключить официальный союз, о том, чтобы родить детей, потому что здесь очень хорошие карты. Солнышко – это карта радости, это карта семейного счастья. Возможно, поступит предложение о том, чтобы поехать в отпуск, потому что солнышко – это также теплые края. Для тех, кто в одиночестве, здесь возможно, знаете, либо сближение с тем человеком, который уже есть в вашей жизни, возможно, также предложение поехать вместе в путешествие, либо же новое какое-то знакомство, опять же, в поездке, в путешествии, либо же в такой приятной, комфортной обстановке. Карты очень хорошие на личную жизнь. Здесь все идет, вы знаете, в нужном направлении. Даже в том случае, если вы находитесь на дистанции, на расстоянии, связь вы поддерживаете, возможно, даже подарки будете получать, потому что рыцарь пентаклей – это вот как раз-таки карта подарков, приятных новостей, предложений, приглашений. И эти шаги, эти действия, эти подарки, они приносят вам радость и счастье. Поэтому здесь, конечно же, тенденция к чему-то стабильному, к чему-то семейному. Посмотрите, что на обороте. Шестерка жезлов. В данной колоде это свадьба, да, это движение вот именно к семейному союзу, поэтому, козероги, вы движетесь в правильном направлении. Все, что касается личной жизни и семьи, у вас проходит хорошо. И даже те знакомства, вот те, кто одинок, те, кто не в паре, то знакомство, то сближение с человеком из вашего окружения, которое у вас состоится в феврале, оно в дальнейшем приведет вот именно к семейному союзу. Здесь на обороте шестерка жезлов, поэтому, скорее всего, вот именно сам союз, само бракосочетание состоится несколько позже, чем февраль. Это может быть весна, это может быть лето, это может быть дальнейшая часть года. Тем не менее, как я уже сказала, прям вот все идет в самом лучшем ключе. Все счастливы, все довольны, все наслаждаются друг другом, и
получают удовольствие от собственных поступков и от поступков партнера. Давайте посмотрим, к чему стоит стремиться. К чему стоит стремиться козерогам. Ну, во-первых, здесь официальные союзы, они приветствуются. Тройка пентаклей. Это подписание документов, договоров, соглашений. Поэтому, если вдруг вопросы относительно работы встают ребром, делайте отсылку на официальные договора, официальные документы. Помощь тех людей, которые могут оказать вам поддержку, дать грамотный совет, тоже приветствуется. При этом, смотрите, карта башня, ну, во-первых, если стоит вопрос о приобретении недвижимости, конечно же, да, это могут быть также кредиты, кредитные средства, либо помощь тех людей, которые вам близки, которые могут финансово как-то вас поддержать, вам помочь. Плюс, смотрите, карта башни, если мы говорим... О, посмотрите, прям работа. Если мы говорим не о недвижимости, то это, как правило, какой-то финал, завершение, разрушение. И, скорее всего, это касается работы. Поэтому все перемены, которые связаны с работой, завершение партнерства, сотрудничества, завершение рабочих деловых отношений, да, однозначно да, вы все делаете правильно. Но не сидите на месте. Здесь нужно стремиться к тому, чтобы идти дальше. Без работы не сидеть. Восьмерка пентаклей. Все, что вы делаете, делайте с трудом, делайте с удовольствием, делайте со старанием. Именно исходя из этой позиции, именно двигаясь в этом ключе, вы получите хороший желаемый результат. Чего стоит остерегаться козерогам в феврале? Чего стоит остерегаться? Ой, посмотрите, пентаклевую королеву. Скорее всего, это и есть та фигура, с которой вы сорвете маску. Вот это пентаклевая королева. Это может быть замужняя женщина. Ну, у кого-то это мама, да, отношения с мамой, они у всех разные. У кого-то это подруга, сестра, которая, знаете, при статусе, при положении, при деньгах. Здесь вот именно так это все отыгрывается. Плюс, смотрите, королева пентаклей, девятка пентаклей. На самом деле вы правильно делаете, что создаете себе финансовую подушку. Транжирство здесь не к месту в феврале. Деньги стоит действительно откладывать. И траты на такой излишний комфорт, да, выбрать такси эконом или премиум, конечно же, эконом. Выбрать туфли по супер премиум цене, либо со скидкой, конечно же, со скидкой. Да, конечно же, хочется уюта и комфорта, но здесь стоит избегать излишних трат. Вот все, что дорого-богато, все, что может привести к таким излишним тратам, от этого постарайтесь воздержаться. Вы знаете, еще такой момент, что во многих вопросах вам действительно стоит заручиться помощью и поддержкой знающих людей. Не стоит как-то ограждать себя от внешнего мира. Не стоит ограждать себя от тех людей, которые действительно готовы вам помочь. Вам нужна будет поддержка хотя бы в форме совета, хотя бы в виде совета, поддержки такой вот вербальной, да, хотя бы на словах, в виде какой-то подсказки. Поэтому постарайтесь не держаться обособленно. Кстати, девятка пентаклей это тоже карта автономности, поэтому здесь лучше посмотрите. Двойка кубков это карта партнерства, это карта союза. И союз здесь будет хорош абсолютно во всех аспектах, во всех сферах и во всех отношениях. И в работе можно заручиться советом, поддержкой, и в финансах, и, естественно, в личной жизни стоит стремиться к партнерству. Поэтому могу сказать, что козероги, уважаемые козероги, вы на верном пути, вы на правильном пути. Но, смотрите, прежде чем взять метлу и навести порядок, да, вымести все лишнее, все ненужное, посмотрите как можно более пристально, как можно более детально через вот эту лупу, через увеличительное стекло, для того, чтобы вам максимально четко разглядеть, что же там прячется, что же там пряталось и скрывалось под этой маской. Благодарю козерогов, благодарю всех, кто смотрел данное видео. Буду рада и благодарна вам за обратную связь.
До встречи с вами в новых видео.